Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня попробуем разобраться с вами в приготовлении меренгового рулета. Это очень вкусный десерт, но в то же время, не буду обманывать, он бывает достаточно капризным в приготовлении. Ведь нужно постараться, чтобы получилось нежное суфле высотой хотя бы 1 см, покрытое корочкой. Я расскажу о возможных ошибках при его приготовлении и поделюсь максимально своим опытом. Итак, начнем. Для начала отделим желтки от белков. Также всегда нужно помнить, что яйца должны быть тщательно вымыты и обработаны. В описании к этому видео я оставлю ссылку на другое видео, где показываю обработку яиц. Далее нужно взбить белки с сахаром. Сначала до мягких пик, потом добавить крахмал, сок лимона и продолжить взбивать до средних пик. Чуть позже на видео я покажу, как выглядят эти пики. Сначала взбиваем до легкой пены и постепенно вводим сахарную пудру, не прекращая взбивания. Для взбивания белков лучше брать металлическую или стеклянную посуду. Ее обязательно нужно хорошо вымыть и обезжирить. Пластик не рекомендуется, так как он впитывает в себя жир при эксплуатации, а жир мешает нам взбивать качественную меренгу. Тут важно не перевзбить, иначе меренга будет плохо расти и не получится пышного воздушного суфле внутри. Мой миксер маломощный и к тому же еще и старичок, поэтому я взбивала целых 30 минут, периодически охлаждая миксер в холодильнике. Итак, мягкие пики выглядят вот так. Меренга свисает с венчика и даже ее можно покачать. Кстати, для проверки пик лучше взять обычный венчик, так как лучше понятно, какие же там пики. Получив мягкие пики, добавляем лимонный сок и крахмал. Немного перемешиваем, чтобы крахмал не распылялся, и продолжаем взбивать до средних пик. Для меренгового рулета можно брать как сахарную пудру, так и сахар-песок. Но при выборе консистенции сахара нужно учитывать, успеет ли он весь раствориться к концу взбивания. Если же останутся нерастворенные частицы сахара, то на поверхности меренги после выпечки появятся жидкие капельки. У меня очень длительное взбивание, поэтому сахар-песок точно успел бы раствориться. Но я добавила сахарную пудру просто потому, что сахар-песок у меня закончился. Приближаемся к средним пикам. Это понятно по сопротивлению. Меренга становится все плотнее и плотнее, и миксеру все сложнее ее взбивать. Чтобы понять, что это именно средние пики, нужно венчиком провести круговыми движениями по меренге, захватывая края и дно посуды, и поднять венчик вертикально вверх. При этом должен образоваться вот такой вот птичий клювик из меренги. Клювик этот не должен слишком сильно падать вниз, но при этом не должен стоять вертикально вверх, иначе вы пересбили меренгу. Теперь меренгу перекладываем на застеленный пергаментом противень. У меня его размер 30 на 40 см. Здесь нужно уделить внимание выравниванию меренги. Нужно постараться сделать слой одинаковой толщины по всей поверхности противня. Удобнее выравнивать палеткой. Выпекаем при 150-160 градусах 30-40 минут. У меня было 160 градусов и 30 минут. Но ориентироваться нужно по внешнему виду меренги. Если она сильно быстро начинает расти, быстро трескается, то лучше снизить температуру. Если прошло минут 15, она все никак не поднимается, не меняется, то нужно добавить температуру.
Меренга готова, когда сверху нее образуется твердая, но хрупкая при нажатии корочка. Лучше ее не пересушивать, иначе будет трудно свернуть рулет. Трещинки могут образовываться уже в духовке, а не только при остывании. Это вариант нормы. По цвету поверхности готовность лучше не определять. Она часто остается светлой, но при этом готовой. И меренга должна легко отходить от пергамента и не прилипать к нему. После доставания меренги из духовки ее нужно сразу же перевернуть на другой лист пергамента, снять пергамент, на котором она выпекалась, и оставить меренгу до полного остывания. Теперь приготовим вишневое компоте. Вишню можно предварительно разморозить, а можно, как и я, размораживать сразу в сотейник. На небольшом огне дождаться, чтобы вишня пустила сок. Для ускорения размораживания можно добавить 1 столовую ложку воды. Когда вишня пустила сок, добавить сахар, можно увеличить нагрев. Когда вишня наконец разморозилась, добавить к ней крахмал. Теперь наша задача дождаться, когда смесь начнет густеть, и проварить ее где-то минутку. Начинка готова. Теперь остается ее выложить в тарелку, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного охлаждения. Пленкой нужно накрыть, чтобы начинка не заветрилась. Приступим к приготовлению крема. Крем готовится очень легко. Творожный сыр нужно смешать миксером с сахарной пудрой. Затем добавить сливки и взбить, чтобы масса держала форму. 250 грамм крема нужно отложить в кондитерский мешок для будущего украшения меренгового рулета. Для удобства вишневое компоте тоже нужно переложить в кондитерский мешок, предварительно его размяв ложкой. Приступаем к сборке рулета. Компоте нужно выложить на короткую сторону меренги и далее тонким слоем выложить и крем, как показано на видео. Я выкладываю крем при помощи кондитерского мешка полосками, а затем уже их разравниваю тонким слоем по меренге при помощи палетки. При помощи пергамента, на котором все это время лежит пласт меренги, максимально плотно нужно свернуть рулет. Боковинки в рулете я отрезаю и сразу же их съедаю. Далее рулет можно разрезать на 2 части и украсить так, как вам хочется. Я люблю украшать насадкой, срезанной наискосок. Называется она еще Сан-Анаре. Можно взять готовую насадку, а можно просто срезать под углом кондитерский мешок. Меренговый рулет готов. Приятного аппетита!